Друзья, всем привет! В этом видео я покажу результаты моих торговых криптоботов за декабрь месяц, которые принесли мне плюс 7% на мой торговый капитал. Покажу, как их настраивать, и после просмотра вы сможете настраивать таких же ботов, как и у меня. Приятного просмотра! Итак, вот боты, которых я настроил в начале декабря месяца по стратегии парного трейдинга. Про эту стратегию я рассказывал в других своих видео, ссылки на видео будут в описании. Как видно, есть и убыточные боты, есть и те, которые принесли прибыль. И общий профит составил плюс 7% в депозит. Я подробно покажу, как настраивать подобных ботов и разберу результаты, которые у меня получились за этот месяц. Начнем с результатов данных ботов, после чего я объясню, как их настроить. Первое, хотел бы сказать, что это был тестовый запуск, и в начале мы настраивали сервис по ботам, из-за чего были убыточные сделки из-за технических проблем с сервисом. Также были боты настроены на супер консервативных настройках с очень низким плечом и с риском на сделку. И все же получилось обогнать биткоин по профиту за декабрь месяц. На слайде показаны данные из аккаунта, на котором были запущены боты. Суточный PNL, кривая доходности и доходность сравнивая с биткоином и BNB. Первый убыточный день был связан как раз с технической проблемой сервиса. А вот второй день получился убыточным уже из-за маркета. Боты были настроены со стоп-лоссом 1% на сделку, поэтому убыток был в пределах ожидаемого. Кривая доходности с небольшой просадкой в начале запуска из-за технических проблем сервиса. Максимальная просадка составляла 2% на депозит, что также меньше, чем я ожидал. Теперь поговорим про то, что я ожидал от ботов и что получил в реальности. Первое — это винрейт. Ожидаемый винрейт должен был быть около 80%. В реальности получилось 75%, что немного ниже ожидаемого, но учитывая технические проблемы в начале месяца, этот показатель вполне может быть около того, что ожидали. Второе — это месячный профит, который я ожидал. Это 10-12% в месяц с моими настройками. Но получили мы 7%, что тоже хорошо, я считаю, но меньше, чем я ожидал. Максимальная просадка ожидаемая должна была быть 3-5%, но получилось 2%, что, конечно же, лучше, чем я ожидал. И основная причина того, что я не достиг ожидаемого месячного PNL в декабре, это максимально используемая маржа для сделок. В ожидании закладывалось, что депозит будет использован на 80-90%, но по факту получилось так, что было запущено 8 ботов, и максимальное использование депозита в один момент достигало лишь 50%. И это максимальные показатели. Обычно в сделках было 20-30% от депозита. Я ошибся с расчетом маржи для ботов и заложил сильно консервативные настройки, при которых маржа использовалась только максимум на 50%. То есть потенциал ботов не раскрыт полностью, и ожидаемые 10-12% в месяц я мог вполне получить. Итак, теперь перейдем непосредственно к настройке и запуску подобных ботов. Запуск ботов занимает всего пару минут. После того, как вы зашли в свой кабинет терминала от Runrocks, вам надо перейти в раздел «Конфиг». После того, как вы перешли в раздел «Конфиг», в этом разделе вам надо добавить API-ключ от вашей биржи для того, чтобы боты могли торговать вместо вас. Про то, как создать API-ключ на бирже, я не буду рассказывать, об этом уже снято много видео на YouTube, или также есть документация от самих бирж, как это сделать. Единственное, что вы должны сделать, это включить фьючерсы для торговли при создании API-ключа и добавить наш IP-ключ, IP-адрес в белый список при создании, опять же, ключа. На данный момент доступно 3 биржи для добавления. Это Binance, Bybit и BingX. И вы можете добавить сколько угодно ключей для работы, то есть создавать саб-аккаунты и добавлять API-ключи в сервис, например, для сегментации ваших стратегий. После добавления API-ключа возвращаемся в раздел с ботами. И чтобы запустить бота, нам нужно найти пару для торговли, для которой мы уже будем запускать бота. Для этого перейдем на TradingView. Про стратегию и индикатор для парной торговли я рассказывал в других своих видео.
видео. Ссылка на видео есть в описании под этим роликом. И теперь, что нам требуется для запуска бота? В первую очередь, это найти подходящую пару для торговли. Как это сделать, я тоже рассказывал в других видео. Вот, допустим, мы нашли пару для торговли. Добавили все настройки в индикаторе, которые вас устраивают. Вас устраивает доходность данной пары, кривая доходности и показатели. И вы хотите запустить данную пару для алготорговли. В первую очередь давайте откроем настройки стратегии и убедимся, что все настроено правильно. Первое, это спускаемся в раздел настроек стратегии и убедимся, что в полях объемом сделки для каждого входа стоит та маржа, которую вы закладываете по своему риск-менеджменту в сделку. Важно понимать, что данный объем сделки вписывается чистым объемом без использования кредитного плеча. Что это значит, я покажу на примере слайда. Итак, допустим, вы хотите входить в одну сделку на $100. Если в ботах вы не хотите использовать кредитное плечо, вам требуется вписать в поле объема те же самые $100. Если вы хотите использовать для примера третье плечо, вам надо вписать $300 объема. Ну и допустим, если 10-е плечо, вам надо вписать $1000 объема для сделки, и индикатор уже сам разобьет данный объем на оба актива для входа с нужными пропорциями. Вам требуется только правильно вписать объем. Также поговорим об усреднении позиций. Если вы используете усреднение, вам также надо разбивать ваш объем сделки на усреднение. Допустим, если вы все так же хотите использовать для одной сделки $100 и делать, допустим, 3 усреднения, в этом случае, если вы не будете использовать кредитное плечо в ботах, вам надо вписывать в каждый вход по $25. И максимальный объем в сделке у вас будет $100 при всех 3 усреднениях. Если вы хотите использовать, допустим, 5-е плечо, тогда каждый вход у вас будет по $125. И общий объем сделки будет уже $500 из-за кредитного плеча. Но маржа все те же $100. Теперь возвращаемся к настройкам индикатора. И вот те самые поля, куда вы вписываете нужный вам объем в сделке. Это важно, потому что именно здесь вы добавляете нужные вам объемы, а бот, который вы будете запускать в сервисе, уже просто исполняет те правила, которые вы добавляете в индикатор. Вы можете контролировать количество усреднений и при каких уровнях делать усреднения и основной вход. Окей, теперь очень важная заметка. Для правильной работы ботов у вас должна быть отключена данная галочка. Если данная галочка у вас будет включена при настройке ботов, у вас будет неправильно рассчитан объем входа в сделку. Поэтому обязательно проверяйте данную галочку при создании ботов, чтобы она была отключена, как сейчас. Окей, друзья, после того, как вы вписали объемы и настроили все так, как вы хотите, чтобы работала стратегия, мы можем возвращаться в терминал для создания бота. Переходим в терминал и нажимаем кнопку «Создать бота» сверху справа. В открывшемся окне вам надо будет выбрать добавленный вами ранее API-ключ. Выбираете API-ключ и далее выбрать пару, которую вы будете торговать. В моем случае это монета PAMP и монета PNUT. Далее выбираем плечо, которое я хочу использовать в сделках. Например, выберу 10-е плечо. И далее вы можете установить Take Profit и Stop Loss по общему PNL двух позиций. Это значит, что когда общий PNL двух позиций будет равняться вашему Stop Loss, сделка закроется автоматически, без ожидания сигнала от индикатора. И также с Take Profit, когда плюсовой PNL двух позиций будет на уровне, который вы установили в этом поле, сделка автоматически закроется. В чем отличие установленных Take Profit и в индикаторе, и в ботах? В том, что в индикаторе для срабатывания Take Profit и Stop Loss мы ожидаем закрытия свечи. А это значит, что свеча может закрыться ниже того уровня, который вы установили. И Stop Loss, допустим, может быть вместо $100 $105. Это также работает и для Take Profit. Take Profit может быть вместо $100 $105. И после того, как вы установили все настройки, нажимаем «Создать бота» и переходим к следующему этапу. Следующим этапом будет создание уведомлений в TradingView, для того, чтобы, когда стратегия входит в сделку, отправлялось уведомление боту
о том, что надо входить в сделку, и бот открывал трейды на вашей бирже. Для этого на созданном вами боте открываем меню веб-хуков по этой кнопке. У вас откроется окно с сообщением для веб-хуков. Первое, что вам надо сделать, это скопировать зеленое сообщение и перейти в TradingView. В настройках индикатора в самом низу настроек уведомлений выбрать тип уведомлений «Одно уведомление». У вас активируются данные окна. Далее вы можете удалить все, что написано в этих полях. Вам добавить сюда будет новые сообщения. И после того, как вы удалили все, что написано в этих полях, вам надо добавить скопированное ранее сообщение из терминала в поля события основного входа и всех дополнительных входов, которые вы используете. Вы просто добавляете скопированные вами сообщения в эти поля. Далее вам надо вернуться в терминал и скопировать красное сообщение. И после этого вернуться снова в настройки индикатора. И добавить красное сообщение на событие выхода из сделки, на событие стоп-лосса и на событие тейк-профита. После того, как вы добавили все сообщения в поля в индикаторе, вам надо нажать ОК внизу настроек. После чего вам надо нажать на кнопку уведомлений в верхней панели TradingView. Откроется меню создания уведомлений. В поле кондиции у вас должен быть выбран индикатор Pair Strategy. И следующим полем должны быть выбраны все уведомления. Далее переходите в окно сообщения и вписываете сюда название для вашего бота. Например, PAM плюс Knut. И в следующем окне вам надо активировать галочку Webhook URL. После чего вам требуется перейти обратно в сервис, терминал и скопировать синее сообщение с веб-адресом веб-хука и перейти обратно в настройки уведомления. Ввести здесь скопированный вами URL, после чего нажать кнопку «Создать». Настройки и создание бота завершено. Теперь, когда стратегия открывает сделку, бот также получит уведомление об открытии сделки и откроет трейд на вашей бирже для двух токенов одновременно и закроет обе сделки, когда придет уведомление о закрытии от стратегии. Также вы можете проверить, что ваше уведомление создалось в меню уведомлений справа в панели. Вы увидите ваше созданное уведомление и сможете по надобности остановить его работу или вовсе удалить. После того, как вы создали уведомление, боты будут открывать сделки полностью автоматически. После открытия первой сделки в меню истории вы увидите всю историю сделок, открытых через бота. Также по надобности вы сможете поменять настройки бота, добавить стоп-лосс, тейк-профит или поменять кредитное плечо. Также вы сможете выключить данных ботов или полностью их удалить. После удаления вы также сможете восстановить бота из архива. Итак, друзья, теперь вы умеете настраивать ботов для парного трейдинга. В своем телеграм-канале я делюсь результатами своих ботов и настройками для них, поэтому обязательно подписывайся, там много полезного. Поставь лайк этому видео и встретимся в новых роликах.